ламинировать брови в домашних условиях. Если уж мы их ламинируем, мы не знаем, что это такое. Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И я снимаю пленку. Первый состав, получается, я продержала в сумме 10 минут. И я смываю состав, как написано, сухим диском. И здесь я смотрю на него и вижу, что у меня выпала бровь. То есть волосок выпал. Не знаю уж от чего это, от состава или просто, но меня это напугало. Мне кажется, что сухим диском не удалось стереть состав до конца, но в инструкции написано именно сухим диском или ватной палочкой. Вот здесь я пытаюсь ватной палочкой вычистить все остатки первого состава. Далее я беру второй тюбик. Он предназначен для того, чтобы зафиксировать волоски в новом направлении. Я выдавливаю также на кожу над бровью и распределяю состав кистью, стараясь уложить брови, как вот мне кажется правильным. Составы я тоже выдавила с запасом и густо вот так вот прокрашиваю брови. Здесь я тоже не особо понимаю, правильно ли я делаю или нет, и я распределила состав кисточкой и затем решила прочесать еще брови щеткой, чтобы более-менее ровно уложить их в нужном направлении. Проблема еще в том, что я не знаю, будет ли это хорошо на мне смотреться, потому что у меня не будет этапа окрашивания, который должен быть как раз после второго состава, и у меня есть проплешины, где я сильно выщипала в юности себе брови и не знаю, что из этого получится. Дальше закрываю пленкой и также оставляю второй состав действовать на 10 минут, так же, сколько я и держала первый состав. Вот здесь мне захотелось пригладить брови сверху чем-то, я не знаю, зачем я это сделала, и мне кажется, может быть, это было зря, но вот как-то захотелось их пригладить, чтобы до конца уложить. Второй состав по ощущениям никак не пощипывал. Он, кстати, пах как-то нейтрально, я даже не заметила особого запаха, и мне кажется, можно было подержать его еще дольше. И учитывая, что я первой оформляла правую бровь, на левой, мне кажется, у меня оба состава подействовали немного хуже, чем на правой. Это я и потом увижу в конце, когда буду оценивать результат. По прошествии 10 минут я снимаю пленку, смотрю, что у меня получается. В инструкции сказано, что можно снять состав сухим или влажным спонжем, но мне для успокоения, чтобы точно все смыть, я воспользовалась влажным спонжем, смоченным в воде. Вот какой результат. Смотрите, брови немного покраснели, но вроде лежат как надо. Далее я использую третий состав, это просто уход, я его выдавливаю на руку и затем кистью наношу на брови. Пахнет он, кстати, очень приятно, как какой-то кондиционер или как крем. Я стараюсь не переборщить и понемногу наношу кистью состав на волоски. По инструкции перед нанесением третьего ухаживающего состава идет этап окрашивания, но я его не делала, у меня нет краски для бровей, поэтому я сразу приступаю вот к такому уходовому этапу. Третий состав не смываемый, поэтому я просто полностью распределяю все то, что выдавила на руку, на обе брови. И потом слегка подчищаю просто состав с кожи, чтобы он был только на волосках. Собственно, на этом процедура домашнего ламинирования заканчивается. Вот какой результат у меня получился, и давайте мы это все обсудим. Мы все сделали, вот какой результат у меня получился. Я, честно, не знаю, как должно быть, потому что я никогда не делала ламинирование бровей, но мне кажется, что эффект явно есть. Я не знаю, сколько он продержится, но заметно, что волоски уложены в одном направлении. У меня вот в зоне апекса, высшей точки брови, часть волосков растет вниз, вот так. И вот здесь они перенаправились, а здесь как будто бы они не все перенаправились. Наверное, такое ощущение, что вот эту сторону как будто бы меньше проработала, может быть, не додержала, может быть, не дочесала как-то. Третий состав уходовый я не смывала.
Его как бы по инструкции смывать не нужно. Я нанесла, мне кажется, чуть-чуть больше, чем надо. Я подожду, пока немножко впитается. Все, что не впитается, я просто сотру ватным диском сухим. Мочить брови нельзя, греть как-то там феном в сауне, в солярии нельзя в течение минимум 24 часов, поэтому я вот здесь сразу без макияжа, с помытой головой, чтобы потом брови никак не нагревать, никак на них не воздействовать. Ну что, будем смотреть, сколько продержится результат, как он будет носиться. Я не знаю пока, нравится мне это или нет, но мы с вами попробовали, что-то получилось, посмотрим, что будет дальше. Пишите в комментариях, есть ли разница до и после, стали бы вы пробовать такой набор для домашнего ламинирования. Обязательно ставьте этому видео ракету, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. А с вами была Амара. Пока-пока!